Так, пришлось перезайти. Чё-то бред вообще какой-то. Просто только стартанул, и уже прилетела жалоба на авторское право. Вы что, издеваетесь, что ли? Ты чё, долбоёб сверлит? Блин, с самого утра что-то, блин, дела не идут нормально. А все же было хорошо до этого. Я так понимаю, контент-мейкерам все сильнее и сильнее будут затягивать пояса в плане какой-нибудь музыки без авторского права. Причем у меня было 2 плейлиста включено. Сначала врубил там, где, да, ладно, там именно музыка рок. И то относительно не особо популярная. А второй, там играла лишь... Там и лишь саундтреки от игр. И на фоне играла Stronghold Crusader. Че, издеваетесь, что ли? Так, сейчас, секунду. Попробую еще кое-что. Так, в игре пока что АФК. Я хочу попробовать загрузить на YouTube эти треки. И что он мне в этот раз скажет? Так, и еще один плейлист. Так, по-моему, вот этот. Так, ну вот, на загрузку я их поставил. Посмотрим, что YouTube в этот раз скажет. Так, пока тут стоял АФК, как раз ДПС появились. Остается танка дождаться. Блин. Казалось бы, все больше и больше хотел подобрать всякой разной музыки. Но плейлисты я теперь наоборот. И становится только меньше и меньше.
Это будет просто катастрофа, если YouTube захочет заблочить просто все мои записи стримов. Абсолютная катастрофа. Хотя попробую вернуться. Тогда к музыке от Infraction. У них там чисто такая электронная. Так. Небольшая просадка была. Ну ладно. Ну, чисто стилистика киберпанка. Но там прям, да, серьезно надо будет записывать названия всех треков. Посмотрим, как это все будет работать там. Блин, без музыки играть или рискнуть и включить мой новый плейлист, который не так давно составил. Так, что у нас тут? Все еще обрабатывается. Ну ладно. Ладно, пофиг. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Как будет, так будет. Сейчас подрублю что-нибудь. Так вообще скучно, конечно. Так, это у меня получается 5-й плейлист. Сейчас посмотрим. Как быстро он заплачет в этот раз. Или не заплачет вовсе. Этот плейлист я вот как раз использовал позавчера, по-моему. Там, я так понимаю, да, там хрена шкуры сниму. За этих придурков. Не лутают даже. Так, снова ДПС пропали, кстати. 23 минуты уже в очереди.
пока на удивление вроде YouTube не жалуется. Кто знает. Это свежий плейлист, тут нет, допустим, тех песен той группы, которая звучала до этого. И никаких саундтреков из игр тоже тут нет. Кстати, игра не зависает вообще. Так, ну ладно. 29 мест. БРД. Охренеть. Опять эта дурацкая часть. Я смотрю, Агро не хотят снимать, да? Так, ну на инженерное дело буду забирать схемы. Почему бы нет? Куда они пошли? А что они сделали? Они что, пошли дальше на этих? Так, там происходит экшен, да? Или как? Делаем ТП. Да. То, что чувак вот тут написал, то, что танк уже просто потерялся в первые 20 шагов, это заставляет кое о чем подумать. Дойдем мы вообще до конца данжа или нет? Так, пока стрим нормально стоит. Проверка завершена, нарушение не найдено. Вы чё? Издеваетесь? Так, ну пусть он повисит пока у меня. На канале. В закрытом виде. Посмотрим, может быть потом выявится, потому что еще, как правило, бывает позже выявляют нарушения.
Блин, ну сагрите их, ребята. Я не хочу помирать. А, так это вообще ретрик. Это танкует ретрик со щитом. Держу в курсе. Я сейчас заметил, на нем висит баф ретрика, вот он. Искусство войны. Это глубоко в ветке ретрика. Просто тупо щит тебя не спасет. Тем более, учитывая, что здесь такие еще мобы противные. Ну да, и Righteous Fury, но это все равно особо-то ничего не будет менять, кроме повышения уровня угрозы. Типа, ну будет он повышать эту угрозу и чё? Будет он танковать. И все равно будет проседать по хп. Не, нафиг, нафиг. Я надеюсь, что у нас ключа нету. Я с этим танком не пойду дальше. Вспоминаю, какие танки хорошие были вчера. Ну, ладно, не все. Но был тот ворот, которого, допустим, обсирали вчера. Ай, блин. Если будет друид танковать, тогда ладно. Это хорошо. Что там у танка? У него хотя бы шмот нормальный. Ой, я да, ну, он ферал по автомату, тут понятно. Так, ну друид попробует, конечно, потанковать, но тут уже, если мы дальше не пройдем, то это все.
Неплохая, конечно, масочка, да? Выглядит тоже вроде неплохо, да, но... Блин, все-таки кто-то смог открыть. Жаль. Так, нормально, нормально, живем. Паладин вообще какой-то туповатый. Не видит и не слышит. Так, он его сагрил, хорошо. Давайте я накину ходки. Паладин тоже там, смотрю, занимается своим делом. Так, ну пока неплохо, пока мы можем держаться с помощью ходок, это хорошо. Где там паладин? Что он вообще делает? Ой, какой он идиот, а? Так, надеюсь, меня бой не зацепит. Так, накинем просто ходки на наших товарищей. Нормально, потихоньку держимся. Так, можно пока проверить, что там. Так, ну средневековый плейлист у меня без всяких проблем работает. Должен, по крайней мере. Странно. Но в этот раз я просто еще попробовал в начале. В самом начале, перед стримом, в описании закинуть название песен. Почему-то в этот раз именно как раз таки так быстро схватились за меня.
такая же вот прям проблема у меня была, когда я решил подрубить именно тоже, ну, прям очень популярные песни. Чисто на свой день рождения стрим был. Я его, разумеется, сразу удалил. Так я не понимаю, у нас что, танкует в итоге опять паладин? Понятно. Люди просто не хотят вставать. Ах, какие они идиоты. Ну, я, кстати, тоже вот не понимаю, а почему паладин пошел туда? Опять вот стоит на огне. Идиот. Нормально.
Тут просто с ума сойти можно. Так, ну нормально, переживем, я думаю. Так, а чё он там стоит-то? Просто пулил бы и все. Там осталась маленькая пачка. Так, сумка потихоньку забивается. Так, погнали дальше. Вот сразу прям вот другое дело. Паладин перестал танчить. И вместо него друид начал танчить. Просто разница сразу чувствуется. Так, тут перчаточки какие-то хорошие выпали. С полпауэру 12, ну хорошо. Сейчас я их одену. Точнее, надену.
Так, тут ходки есть. Смотрю, Рога нередко забирает агро. Ну ладно. Так, еще раз кинем ходку. Ну вот. И это учитывая, что мы вчетвером. Нифига себе. Одноручная, дробящая. А это... Нагрудник, кстати, неплохой, я бы взял. Так, а букет цветов кто-нибудь нидит? Так. Надо очистить сумки сейчас. Я что-нибудь выиграл еще дополнительно? Ни перчатки, ни нагрудник. Угу. Понятно. Жаль. Так, ну что ж тогда, давайте прокачаем сюда талант. Ладно, пофиг, давайте как-нибудь возвращение. Закину кожу в банк, продам весь мусор. Новые билки куплю и регну. Так, и напитки, наверное, уже пора покупать для 55-го. 55-го левела. Получается. А, точно, для 55-го-то нету. Ну что ж, тогда для 45-го просто пополняем. А, тут гномское инженерное дело нужно. Тогда ладно. Продаем тоже.
Так, получается, кому что мне надо скинуть? А, ну все. Все второму друиду. И ткань. Где у нас была у меня? О, руническая ткань. Остальное можно в банк. Место пока еще есть. Хорошо. Так, что у нас тут по мане? По ХП поставим одно зелье. Так, снятие шкуры у меня уже 300 давным-давно. Отлично. То есть я готов к переходу на запределье. А вот кожевничество, к сожалению, все еще висит на 198. И это меня тормозит. Учитывая, что я уже на 56-м левеле. В теории я уже через 2 левела могу идти в запределье. Так, все, погнали. Так, видимо, учитывая, что сейчас не будет инстапрок, я опять, наверное, буду ждать, да? Так, нарушение авторских прав все-таки есть в плейлисте. Срок музыкой. Теперь понятно. И это что у нас? Ни хрена себе. Сколько тут песен. Вдруг заблокировано у меня. Ну, я думаю, я знаю, какая это группа. Блин. Ладно. Фига себе, даже латвийская гильдия была. Brightness. Ага. Хорошо, давайте-ка я присоединюсь. Только будучи ДК, наверное.
Че, серьезно? 400 человек? Понятно. Интересно. Латвийская гильдия. Так. Давайте регаем по основам. По новой. Так, что хотел? Давайте, может быть, тогда возьмем всю эту кожу пока что. Просто тупо всю. Попробуем реализовать максимально все, что возможно. Так, что у нас по данжу? Только я. Эх. Ладно. Ну что ж, смотрим. Обучиться пока ничего не могу. А вот делать... ну сначала давайте намутим все этой шкуры и кожи.
Так, мне пока что нужно только вот это вот. Среднюю, наверное, пока что оставлю нетронутой. Мало ли я смогу ее продать на аукционе. Так, 4. Получается, 4 раза смогу, да? Ой, 3. Блин, тут, конечно, не нужна вот эта вот шкура, но тут просто сразу. Только 2 стака смогу. Ну, то есть 2 штучки сделать, блин. Слишком много кожи тратится. Да, получается без варианта. Делаем вот эту вот перчатку. Так, точно, лучше прыгнуть. У меня сейчас 200 навык. Может быть, тут что-то попроще. Thick leather. Это меня радует. Уже. Можно что-то другое. Thick armor kit. 5, у меня их 83. Сколько могу thick leather сделать? 7. Ну, давайте. Угу. Ну, давай сделаем так. Так. Ну, теперь уже что-то поинтереснее, что не так много, кстати, кожи требует. Так, давайте тут остатки туда переделаем. Плотную. Так, и что у нас получается? 5. Хорошо. Давайте 2 штуки сделаем. Чувак только что вот этот вот, который меня в гильдию латвийскую принял, просто так скинул ссылку на Discord. Не знаю, чем он это сделал сейчас. Так, 225 получается ближайшее. Ну что ж. Пока что сделаем так. Может быть 220 будет. А нет. 225.
Так, ну что ж, проверка прошла. Да, проверка прошла, и средневековый вот этот вот набор из саундтреков, он все-таки никак не влияет. Видимо, просто сработало. Не знаю, видимо, он просто почувствовал систему, то, что дальше продолжается. Якобы тот же стрим с той музыкой, возможно, поэтому он заблокировал еще раз. А здесь... А здесь, да, все-таки целый список песен. Я так понимаю, это все одна и та же группа, да? Ну что ж, будем переделывать плейлисты. Так, тут у нас что? Ой, ё-моё. Давайте тогда это мы все продадим. И еще 2 штуки сделаем. Надеюсь, они оба разом не прокачают. Так, хорошо. Блин. Давайте еще раз. Так, есть. Отлично. Ну-ка. Чекаем, что здесь. 230 было что-то, да. Ну-ка. Маска на лицо все еще желтая. Да, лучше, конечно, маску сделать. Повязку точнее. Ну, в принципе, кстати, неплохо. Получилось все-таки продвинуть профессию с мертвой точки. Было 198, а теперь уже 231. Так, не прокачала. Точно, а Take Hide. Deep Rock Salt, кстати, нужна. Которая у меня, кстати, есть. Причем не на одном аккаунте, на нескольких так распылена по чуть-чуть. Я старался не продавать. Так, есть зеленая уже.
Смотрим, что тут дальше. Дофигища, нужна плотная кожа, да? Ну что ж. Так, попробуем так пока. Прокачаю 240, посмотрим, что они там научат. Ничего. Эх. 250 следующий, то есть даже не 240. Блин. Печаль, тоска. Давайте тогда. Придется уже тратить оставшиеся мои ресурсы. 243 получается мой лимит на сегодня. Ну, неплохо. Так, а чё с данжем? Я до сих пор не попал в данж. Так, точно, штаны продам, все. Large Fang. Ну ладно, пока что оставлю, может быть. Можно будет продать. В этом на аукционе. Сколько у меня тут, кстати, это Deep Rock Salt? М, 7 штук. Солидно. Ой, зелье случайно убрал. Так, скинем это все. Так, сколько там осталось? Блин, 15 минут прошло, что-то танки как-то неактивно. Привет, какой реал? Это Ice Crown. Сервер Warmain, Realm Ice Crown. Самый густонаселенный. А, эта штука тоже не продалась, я смотрю. Блин. Там всего, если я правильно помню, 4 реалма, да. 3 для Лича и 1 для Пандарии. Вот я сейчас прям смотрю. И вот Ice Crown, он самый такой густонаселенный. Вот, допустим, прямо сейчас тут 7200 человек. Через пару часов после обеда где-то вот уже будут появляться очереди. И лимит сервера, насколько я помню. Лимит сервера 12 тысяч. Рейты X7. Тут можно регулировать. Ну, это если, допустим, вот ты не знал, да? Рейты профа X3. Пока что в целом меня это все устраивает. Единственное, тут прогресс далеко ушел. Тут уже дофигища людей просто одетых. Вот, допустим, вот почему-то в последнее время проблема найти танка. Лордерон. Но он второй по популярности, я смотрю, да, тоже хороший. 2300 сейчас там играют. Я не помню, я еще как-то раньше играл на Вармейне. Но почему-то, когда я вернулся сюда, вот, пару недель назад, все мои персонажи были стерты. Вот я пытаюсь вспомнить, где я играл. На Искрауне, наверное, тоже. Теперь приходится все по новой качать. А на Лордроне там какая разница? Там прогресс далеко ушел?
Или вся разница только в рейтах? Блин, что-то вот вчера после полудня стартанул. Во сколько я вчера начал стримить? В 3 часа, наверное, 2. И тоже как-то танков было, но не очень много и сейчас. Я всего лишь один раз был в данже, блин. Как-то не хочу сейчас кожу фармить, мне лень. На ресторе тем более. Такое занудство. В рейтах и донате, говоришь? Так, а что в смысле? А тот там что, еще жестче донат или его вообще нету? Потому что мне, насколько известно, донат здесь тоже довольно так хорошо развит. О, наконец-то. Я не знаю, можно ли здесь покупать, допустим, ШМ, как это можно было в том же циркуле. Может быть, тут расценки тоже другие. Только маунта можно купить. А, ну тогда это хорошо на самом деле. Вот когда чисто вот символично магазин развит, вот это другое дело. Не люблю, когда можно покупать вещи, которые сильно меняют твой геймплей. Потому что, ну, по сути, это уже получается pay to win, и, ну, нет смысла играть. Если просто люди смогут купить. Так. Нормально, успел. Так, сейчас, секунду, я отключу звук нафиг. По сути, кстати, также на этом, на Turtle Вове, на котором я еще, ну, сейчас я сделал там паузу, но я там еще вот так побольше играю. Там, по сути, тоже маунты можно купить. Разные кастомные, по-моему, тоже. Всякие образы, чтобы просто превратить своего персонажа там. Ничего такого. Чисто косметика. Сумки разве что можно купить. Вот да, вот это вот сумки, особенно на классике. Вот это прям, да, это немножечко меняет игровой процесс. В лечище как-то, ну так. По сути, можно зайти в игру, попросить у какого-нибудь хай-левел игрока, чтобы он тебе сделал их, и все. Хотя я даже до этого не додумался. Так, это получается у нас баланс друид без совы, что ли? Братишка, что с тобой? Где твои таланты? А, он рестор. Держите в курсе меня. Хорошо, 2 рестора в команде. Ой, блин. В прошлом данже был танк на ретри-паладине. Просто с щитом и одноручкой, который думал, что этого достаточно. Но в итоге он ваншотался. Мы это терпеть не стали и просто его кикнули у ласт босса. В БРД это, кстати, было. Потом просто вчетвером прошли. Повезло, у нас был ферал-друид, как раз таки медведь. Хорошо, протащили потом. Тут 2 рестора, ну.
Общий урон, да, видно то, что у него на порядок ниже. Так, я там в шею выиграл, да? Отлично. Надеваем шею. Хотя фиг знает, на самом деле. Может быть, в классике это еще как-то типа терпимо, если нормально одетая группа. Играть не за свой спек. Но если ты уже находишься в каком-нибудь контенте ВТЛК, по-моему, разница уже будет сильно ощущаться. У меня уже такие случаи были. Когда всякие выпендрежники рассказывали, какие они крутые ветераны. Настолько крутые, что знают, что они делают. Блин, этот Дермауль, конечно. Такой данж. Я вот очень редко проходил, и я не очень его хорошо помню. Так, отлично. Руническая ткань мне, кстати, очень нужна для второго друида. Он у меня швея. Так, этот сатир меня, да, целит? Угу. Ну, давай. А, что это? Стан? Так, давайте Shadow Melt. Есть. А, понятно. Не совсем сработало. Ну, наконец-то заметили то, что меня бьет трэш. Ну, не знаю, вот тут во время файта я видел пару раз этот друид накинул хоток. Но какой общий смысл играть тоже на ресторе и идти как баланс? Хз. Демонические руны. По-моему, если не ошибаюсь, такие вот штуки раньше фармили на классике. Для рейдов.
Так, кидаем ходки. Нормально. О, Пелклот. Такая штука мне пригодится. Я ее, наверное, правда, скорее всего, продам, если она прям ценится хорошо. Учитывая, что она только вот сейчас вот мне в единственном экземпляре, нет смысла ее использовать для прокачки портняжного дела, которое можно и без вот этого материала прокачать. Все, что мне нужно, это просто несколько стаков рунической ткани. Этого мне вполне хватит. Так, нормально, я друида удержал. Он выжил. Демоническая руна. А кто-то их нитает? Я вот не понимаю. Они прям must-have, что ли, даже здесь, на личе? Сомневаюсь. Ну, давайте просто кинем ходки на миликов. Ну вот, этого хватает. Теперь можно и попить. Так, ладно. Остальные 6 сотен маны, я думаю, восстановятся. По дороге. Damage. Current fight. А total. Так вот оно что, я тупанул даже. Ну ладно, Total Fight. Она берет лишь за счет того, что у нее это Хурикан есть. Хурикейн способность. Вот и все. А Рога, он тупо сингл таргет ДПС. Точно так же и Вар. У него разве что могут быть эти Sweeping Strikes, хотя я смотрю, он Фурик. Поэтому у Фурика там... Ну, у Whirlwind есть разве что вихрь. И все. Ну да, поэтому он и топ ДПС, кстати. Он еще и 60 левел выше всех. Ему, по сути, уже можно идти спокойно качаться в этот ад. В это запределье. Так, на последнем месте, разбойник на третьем. Ну, хотя разбойник прям вот близко-близко дышит в спину этому друиду. Поэтому не сказал бы что-нибудь такое, то что все-таки исключительный урон для рестор друида. Мне вот было бы интересно узнать свой урон. У меня просто не было тогда установлено скады. Чисто чтобы узнать, какой у меня урон. Хотел бы узнать, как я вот за баланса наношу урон. Так, ну что? Кинем заодно ходки на миликов, на всякий случай.
Яд какой-то непонятный на мне. Так, плащик. На силу. Хрень. Жаль. Очень жаль на самом деле. У меня плащика так и толкового до сих пор нету. Так, ну если хотите, регайте еще. Нет? Видимо, нет. Ну пусть решает танк. Если он ливает, тогда и я тоже ливну. О, как раз говорил о плащике. И вот, плащик выпал. Красиво. Так, траву можно эту, кстати, всякую. Можно сдать. Ну что ж, ладно. Танк ливнул. Хорошо. Да еще раз просто регаем. Что тут у нас? Essence of Water, Bruce Wheat, Silverleaf. И все. Так мало. Swift Thistle. Мало растений, да. Ладно. Получается, отправлю своему баланс-друиду. Ткань. Все вот это вот. Ну, остальное можно и продать. Так вот, продадим все вот это вот. Так, как у тренера я был на 54-м или на 56-м? Что-то я позабыл. Надо сгонять на всякий случай. Так, ну, по-моему, да. Да, был все-таки. Отлично, как раз вовремя прокнул данж. Принимайте, принимайте. Не хочу, чтобы потом ДПС ждали полгода. Смотрю, друид давно не обучался. Опять. О, вот этот самый друид был танком. В БРД, в первом данже, где я был. Так что я думаю, этот забег будет точно успешен. Тем более, учитывая, что этот танк только что был с нами.
Так, хилим всех, хилим. Хорош. Пройдемте дальше, господа. Так, на мага сагрились, да? Что же они его так не взлюбили? Видимо, из-за урона. Тотал, да, стоит. Маг уже на первом месте, причем обгоняет Ханта почти на 2 раза. Так, и чё стоим? Так, нормально, 2 ходки его плюс-минус как-то держат. Living Essence. Ну, можно загрядить, конечно, попробовать, сколько он там будет стоить на аукционе. Так, я смотрю, Хант теперь обгоняет, ничего себе. А, маг перестал использовать его заклинания. Он сейчас использует сингл таргет только. Ну, в принципе, его выбор. Я тоже, в принципе, не так часто использую ОЕСПЛы. Так, больше ни на кого не сыгрались вроде, нет? Ну ладно, кину по одной ходке на каждого. Точнее, на Ханта и на друида. На танка обновим. Или одной хватит. Ладно, пофиг. Еще одну. Мне не жалко. То есть я уже просто дошел до той стадии, когда мне пить практически не нужно особо. Так, ну такое. Вот, конечно, неплохо. Как-то мне кажется, то, что это бесполезно по статам. Так. Вот так вот лучше делать не надо. По очереди стукают. Незачем распылять мою ману. Так. Это прям на танка. Очень хорошая на танка. Она там ХП ресторит. Ой, я, кстати, этот нагрудник в итоге и выиграл. Но по статам он неплохой, конечно. Плюс броню все-таки больше повышает.
Но не будет этого спелпауэра. Так, нормально живем. Кинем на волка лишнюю. Маны, правда, не осталось у меня, но мы этого босса быстро снесем. Просто обновлю ходки. Сойдет. Теперь надо немножечко отпиться. Угу. Он там уже без меня пошел в бой. Ой-ой. Так, кинем ходки лучше на всех, на всякий случай. А, ну тут ладно, уже добиваем всех. Блин, тут с одной стороны плюс, с другой минус. Тут эти всякие растения, так много их падают. Дропается. Всякое разное. Вроде бы и хорошо можно продать, но, блин, они быстро сумки забивает. Так, сейчас по дороге можно будет восстановить ману. Так, сагрил. И кидаем ходки теперь. Ну вот, нормально. Так, обновляем ходки. Живи. Так, хант пришел, хорошо. На себя кинем одну. Слишком близко. Просто стою, смотрю, он только на ближайших кидает. Вот Shadow Word Pain. Угу. Ну, такое. По статам такая себе шмотка.
Ну что, теперь наконец-то идем на ласта. Учитывая, что это личи, тут как бы уже привыкаешь к тому, что некоторые данжи, они довольно быстрые. Но вот, к сожалению, Dire Maul это вот не из всех. Только вот сейчас вот мы уже наконец-то идем к ласт-боссу. И это всего лишь, кстати, часть данжа. Ведь Dire Maul, он же поделен на части тоже. Там же в начале. Там же в начале этот бес стоит, с которым нужно постоянно говорить, он там будет убегать. И он в итоге тоже станет боссом. Так, давайте через шестерку его просто подхилим. А, да? Опять черти пришли. Они в прошлый раз меня, кстати, чуть не вайпнули. Хорош. Так. Ремень, кстати, я бы взял, на самом деле. А, тут у нас маг, он, скорее всего, занидает. Да. Конечно же, он занидал его. Блин, жаль. Ну, хорошие ребята. Вот этот вот танк, который только что был, вот он только что с нами уже ходил. Тот же Dire Maul. Хорошо танчит. И второй Feral Druid, он был со мной вот в начале стрима, мы проходили БРД. Он был сначала ДПС друидом, но потом из-за одного дебила танка ему пришлось танчить вместо него. Тоже хороший. Знает, что и как надо. Так, регаем следующий, сразу без промедления. Плюс талант. Хорошо. И нужно тут вещичек скидать. Второму друиду скину ткань. Вот этот фолклот, может быть, можно, не знаю, на аукцион, наверное, скинуть. Я просто не хочу ее тратить на прокачку профессии. Зачем? Она в классике прям очень нужна была. Сейчас можно и продать. Так же, как все эти цветы. Всякие эссенции. Правда, у меня там места осталось в банке мало. А, точно, мешок, так? Ну ладно, плащ у меня тут только что был. Сегодня у меня был плащ зеленый, 3 выносливости и 3 духа. И вот, к счастью, выпала вот такая вот замена. Так что вот это мне точно не нужно. Так, банкиры снова мертвы, да? Понял. Держите в курсе. Тогда пойдем на хитрость. И вот так вот регулярно, просто каждый день находятся конченые эти разбойники, которые убивают банкиров. Хорошо, хоть можно отправиться в Дарнас.
Людям делать нечего. Мне вот интересно, как там происходит в Аргримаре с этим делом. Наши разбойники вообще ведут какую-нибудь контрразведческую деятельность в этом плане? В ответку убивают банкиров? Так, тут мусора всякого много, да? Так, ну вот эта вещь, наверное, фигня полнейшая. Я думаю, я просто продам вендору. Вот всякую траву оставлю пока в банке. Так. Блин, надо было регать просто сразу с теми ребятами. Не понимаю, почему некоторые игроки, они просто распускают группу, и потом, когда ты заходишь в следующий данж, видишь то, что они опять появляются. Те же самые люди. И понимаешь, что не было смысла распускаться этим составом. Я бы, допустим, был бы не против еще поспамить данж. Так, отлично. Прок есть. Ну, места хватит, если это будет опять Дармал. И это так. Бля! Вот это тот самый танк. Это тот самый танк, который был в БРД в начале стрима. Вот этот вот конченый идиот, который в талантах ретри паладина танчит и не знает, что такое Righteous Fury. Кошмар, бля. Сейчас изгорю точно. Я не удивлен то, что он тут помер. И то, что предыдущий хил вышел из группы. Магу сочувствие просто. Этот маг, кстати, вот был с нами в предыдущем забеге. Так, смотрим. Righteous Fury есть? А где танковский баф? Дурачок. Говорил же, он идиот. Я не смогу с таким играть. Блин, он клинический идиот. Вот это ретри паладин. Это искусство войны. Это глубоко в ветке ретри паладина находится. Это, блин, конч за 300. Ретри паладин. Кошмар. Во, наконец-то додумался Righteous Fury подрубить. Додумался. Поздравляю. Блин. Так, говорю сразу то, что мы идем не тем путем. Пока что. Так, ну додумались то, что нужно идти на дорогу. No kill, кам. Чё тебе кам? Все, просто идем по дороге. Патруль лучше убирать. Он все равно потом будет мешаться, нам надо будет сюда возвращаться и призывать этого дроида деревянного. Умник. О, братишки уже шли ко мне в гости. Найс. -1. Не, я не могу, я не могу. Это просто пиздец какой-то. Это пиздец. Блин, у меня еще Shadow Meld нету, чтобы убежать отсюда. ГГ.
Еще проблема в том, что я не помню, где вход правильный. Ну, тут ладно, тут направление есть. А, так. Как там было-то? Так, где тут проход? По-моему, здесь. Прям просто нет комментариев. Я не знаю. Но надо идти дальше. Маг у нас нормальный. С ним-то все-таки я был в группе. То у нас тут еще Вар, 56-й. И Паладин еще один. Но судя по ХП и мане... Ну ладно, по ХП. Этот ретрик получше одет, чем танк. А вот Вар похуже. Так, а какая часть? Вот теперь вот я, кстати, не знаю. Я без понятия, я не помню. С этой части нас заходить, слева или с правой? East, West какой? Блин. А хотя ладно, какая разница? Я резнусь и потом через глаз зайду, делов-то. Так, ну вот понятно, это ж не та сторона. Вот так вот, все. Делов. Ой. Ладно, дадим еще шанс Паладину. Посмотрим. Так, ну что, дубль 2? Опять его кикают. Черт. Блин, ну я не знаю. Мы танка будем долго ждать. Ладно, давайте нажмем да. Пошел отсюда. Не, ну реально, мы так просто себе нервы испортим. С такими чертями играть. Без обид, конечно, ничего личного. Но если хочешь танчить, блин, будь добр, играй за прот паладина. Ты сам себе проще жизнь сделаешь.
Все-таки разница-то огроменная. Столько деф-способностей, усиленный хил. Вон и Blessing of Sanctuary. Отличная способность. Блок щитом. Столько способностей. Прот Паладин просто кайф играть. Я вот создал себе персонажа, 15 левел, мне сейчас Паладин. И вот я разбавлю стримы своего друида еще вот Паладином скоро. Как будет свободное время, я буду вот играть на Прот Паладине. Вспомнить былые деньки. Да, вот сейчас, правда, единственная беда. Придется танка ждать. Блин, ну не знаю, этот ретрик, наверное, не справится. Что-то у меня вообще нервишки покалывают. О, танк есть. Найс. Хорош. Сразу бафу его. Пошел бой. Так, сумка 16 слотов. Хорош. Давайте сюда. Дайте мне. Пожалуйста. Хорош. 83. Второй самый высокий ролл 40. Отлично. Сейчас бы, правда, радоваться сумкам. Ну ладно. У меня просто в основном только 12 слотов. И все. Я на аукционе смотрел цены на вот эти сумки из ледяной ткани, или как она там называется, из Нордскола, которая ткань. Они там по сотне золотых стоят, блин. Грабеж. Во, совсем другое дело. Вот, пожалуйста, Прот Паладин. Непробиваемый. Я на него накинул только 2 ходки. Одно удовольствие с такими играть. Друид-то тоже был бы как бы хорош, но он на себя не любил накладывать ходки. Я привык, то что, ну, адекватный прям хороший друид, он еще перед боем всегда на себя еще сам накидывает ходки. Так, нормально, живем. Хорош. Так, убираем яд. А чё, мы скипаем пачку эту? Так, ну удержим, удержим, нормально. Так, уберем проклятие.
Нет? Вот люблю именно вот способность Shadow Melt, которая вот именно переделанная под лич. Потому что ты отлично сбрасываешь угрозу во время PvE контента, а в PvP ты по сути сбиваешь каст. Потому что теряется цель. Опа. Spell Power 25. Хорош. Забираем. Это мне надо. Предыдущие ботинки, кстати, у меня были... Это с принцессы. В БРД выпали. Так, это получается я уже 58-й. Да, в теории я уже могу хоть прямо сейчас после этого данжа уже отправляться в темный портал и идти в запределье. Но я, наверное, это отложу на следующий стрим. А сегодня пока еще классические поспамим. Может быть, еще каких-нибудь 2 или 1 данж. Просто мне тут напомнил еще один игрок за друида, то что форма ворона получается как раз-таки 60 уровня, а не 58, допустим. Поэтому, ну, было бы так. С точки зрения оптимизации своего времени. На 60-м выучить эту форму ворона и отправиться в запределье. К счастью, форма ворона, она там сколько? Наверное, копейки какие-то стоит. Не придется тратиться на полеты, не придется тратиться на грифона. Хорошенько можно будет сэкономить. Ну и плюс очень удобная форма для фарма трав. Хотя у меня кожевничество, ладно. Надо будет за баланс друида тоже немножко прокачаться. Может быть, баланс тоже постримлю. Он у меня там 58-й уже, по-моему, тоже. Так, ну смотрим, вот кидаю 2 ходки. Так, он всех заразил. Давайте всем тоже по ходке. Ну да, босс тоже слабенький такой. Это что? Станд. А, типа жертвоприношение, это его механика, точно. Просто уже 3-й раз тут нахожусь, и этого как-то я не видел. Но механику вспомнил, да, была такая. Так, шипы у него сколько? 3 минуты еще. Нормально. Так, Нидрол, Каин, Паладин и Вар, Нидали. А что это за шлем там он? Как? Он троллит, что ли? Хотя, в принципе, да, наверное, нет смысла его... А, я могу его резнуть, ладно. Но он, в принципе, мог бы и уже там с самого начала просто резнуться и прыгнуть к нам вниз. Ладно, бывает и такое, ничего страшного. Так, ну что, 3-й раз. Дайрмау. Идем к ластбоссу. Так, было бы неплохо, если бы сейчас вот еще раз тот же ремень выпал. Который выбил в прошлый раз маг.
Вот он. Регенит ману, спелл пауэр дает и еще 9 интеллекта. Вообще хороший ремень. Я бы от него не отказался. Было бы неплохо. Тут он по факту как бы никому не нужен. Опять вар. И тут еще, блин, понажимал кнопок. Nature Swiftness. Да, понажимал. Какой-то дурачок. Попался. Так, сейчас шипы ребафнем. Так, прыгнул. Все. Остальные. Ну ладно, кастеры могут. Маг может оставаться там. Так, еще раз обновлю. Ауч. Больно? Так. Блин. Не, ремня нету. Жаль. Жаль. Это вот нафиг не надо. А колечко, кстати. Колечко-то на танка. Мне как раз вот нужно еще кольцо одно. Пустой слот до сих пор. Блин. Так, а левел? Не, и левел тоже не апнул. Так, а сумка с наградами? Ремень попался, но не тот, который я хотел бы. Хотя по статам, кстати, неплохой ремень. Неплохой, да. Он больше на этого, получается, на сову. Хотя пофиг. Spell Power дает-то. Поменяем. Что-то лучше, чем ничего. Ладно, давайте ребафаем. Лапу. Попьем. Место еще есть, кстати, можно заменить пока что. Сумка есть. Так, эта часть Дайрмаула, по-моему, посложнее будет. Да? Да, тут 58 левел. Тут эти будут всякие призраки эльфов и так далее. Ну, такое. И тоже, по-моему, не быстрая. Ну ничего, нормально, думаю. Надеюсь, что можно будет всякого выбить. Знать бы только, что это за часть, как она называется. Через Atlas Loot. Ладно, потом. Так, насколько я помню,
Первое, что нам нужно сделать, это ослабить эти пилоны. Вот эти вот. Они какой-то барьер делают магический. И тут надо вот этих вот элементалей. Мана Ремнант завалить. Всего этих пилонов. Вот раз, два, еще три. Их 3 или 4. Бля, стелс. Ладно, тут я виноват. Да блин, откуда они берутся? Патрули, наверное. Что-то мы как-то тут тормозим пока что. О, лол. Еще один. Просто откуда, реально, откуда они берутся? Откуда столько патрулей тут? Еще один идет. Вы что, издеваетесь? Нормально. Не, ну это как бы не проблема, я фуловый. И мы все равно фармим экспу, но нас это просто заебет. Блин. Просто рубим деревья. Ладно, пора выдвигаться. Теперь-то уже все. Это последний. Там еще один идет. Гадюка. Пойдем лучше. Так, вот эти вроде бы очень больно бьют. Так, давайте талант капнем сразу. Ау, 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 ау. Нихера, нихера, не надо, не надо. Да, я не ошибся, они очень больно бьют. Надо залосать. Вар, прости, ты умрешь. Я тебя сейвить не буду. Хотя... Блять. Что-то жестко. Очень жестко. БР не буду тратить. Оставлю на потом. Это, по-моему, не единственные проблемные мобы здесь. Так, ресаем. Колечко. Натур резистанс. Ладно, пофиг, давайте заберу его. Мне все равно никакого кольца нету. Хоть какое-то бы. Что-то лучше, чем ничего. Так, я выиграл его или нет? А, они еще не ролят. А, так я еще даже его не выиграл. Андед забрал. А, ну... Ну да, у него тоже вон кольцо. На инту. Ладно, не страшно. Так, ну я думаю, получится. Остальные пилоны тоже так вот. По сути, придется лосать этих элементалей, и все. Правда, есть риск тому, что Вар опять сможет почти подохнуть. Паладин тоже.
Оба милика. Хотя я был удивлен, у паладина-то бабл есть. Так, места у меня еще достаточно, хорошо. Так, 1 левел, и у меня будет новая ходка. Причем она на всех 5 кидается, наконец-то. Я становлюсь все сильнее и сильнее. Просто мастер ходок, друид, тут за это я его и люблю. Так, если не ошибаюсь, этот босс вроде бы даже не обязательный, на самом деле. Так, ну давай лучше накину на них такие страховочные ходки. Еще раз. Нормально. Так. Опа. А, ну это крит. Ладно, я все равно их забираю. Найс ролл. 2. Они чисто мне, правда, хп снимут. Ну, просто у меня штаны, они 2 раза дают выносливость. Плюс 17 и плюс 15. Странные такие статы. Но тут хотя бы инты больше. Плюс 2 и, ну, крит. Пофиг. Что where? Куда? Сюда, наверх, по-моему. Так, если я правильно, конечно, помню. Я давно тут не был. Сюда? Ну, вроде бы сюда надо было идти. Я не помню уже эту часть. Так, лучше отойду, на всякий случай. Так, курсы кидает. Что это за курс? Фига. Сало кидает. Да. Эти тоже NPC. Серьезные. Декурсить нужно вовремя, я смотрю. Да, по сравнению с предыдущей частью это совсем другое. А, да. То есть танк просто так берет и ливает. А, РГ. Ну-ка. А, он оффлайн. Он прям вышел из игры. Тут я подумал, да, его скорее всего дисконнектнуло. Well, а чё он пошел в бой-то? Против них, серьезно? Fuck off. Хватит меня фокусить. Не, ну я не потащу так, не. Вы чё? Без танка. Тем более там еще пилоны, там с этими элементалями. Я не разберусь.
Ну или ждем танка еще одного, я не знаю. Дисмисс? Ну ладно, дисмисс тогда. Ну вот. Нормально. Бревно на гипогрифе. Красиво. Люблю такого типа баги. Так, ну что тогда, зарегистрируем еще, наверное, данж. А, когда и не отошло. Видимо, мы меньше 30 минут провели в нем. Надо подождать. Окей, тогда скину весь мусор. Продам. Скину ресурсы. Как раз время пройдет. И зарегу еще, наверное. Еще разок. Так. 2.20 стрим идет. Да, нормально. Может быть, еще раз прокнем. Жаль, только я когда не вижу. Ну, через минут 5 еще раз попробую зарегаться. Call me Obama. Nice name. Так, ткань тогда скидываю сразу своему второму друиду. Сюда мы скидываем всю траву. Мироцвет, по-моему, за копейки все равно продается, наверное, нет смысла в него хранить. Так, что тут у нас еще? Ну, сумку тоже, да, можно закинуть. Потом, когда у меня будет больше голды, куплю еще один слот. Блин. А все. Места нет. Ладно, давайте так вот. Продадим эту ткань. Все равно эта ткань, она вообще фармится на изи. Вот шерсть и льняная ткань. Можно спокойно просто сходить на один забег. Какой-нибудь мертвой копии и все. Уже куча стаков набьешь. Так. Получилось зарегаться. Хорошо. Где у нас тут продавец? Ладно, пофиг, продам. Так, ну вот как-то так. Красота. Так. У тренера на 58-м я вроде бы был. Да. Что тут можно сферал-то взять? Ну давай. Проапгрейдим форму. Трек. Гуманоид возьмем. Можно тоже, да. В принципе, наверное, все-таки, может быть, стоит даже уже все обучить. Все-таки придется прокачиваться и вне данжа, на всякий случай, там, не знаю, кожу снимать. Поэтому, наверное, пофиг прокачаю. Пофиг, голды потом скину с другого перса. Сколько тут? 30 голды потратил на все это в итоге. Не так уж и страшно. Сейчас только раскидаю все это. Пока все равно в очереди опять танка ждем. Что-нибудь тут из такого.
Давайте поставим дэш на шестерку. И тут еще добавим какой-нибудь рип. Ну и все, по сути, больше ничего такого особо не надо. Медведь. Так, Мишка. А ну тут тоже, по сути, все, что есть, мне надо. Ничего. Да. Остальное такое себе. Свайп разве что можно добавить. Чисто так кликать. Баланс. Все есть. Так. Ждем танка. Нужны танки. Так, ну-ка чекну сейчас онлайн быстренько. Вармейн. 8300. 8300 онлайн и танков нету. Так, дайте угадаю. Это Shadow Morn у него? А. Как очевидно. А, этого игрока, кстати, часто тут вижу. Он почему-то в Дарнасе часто бегает. Да, типичный фуловый ДК. Мне до такого шмота, я не знаю. Горбасится всю жизнь. Так, может быть, кожевничество пока что попробовать куда-нибудь отправиться. По типу... Вот Унгора кратер прям вообще офигенное место для фарма кожи. Ну, блин, у меня точки полета вообще никакой нету. Придется отправляться, наверное, во Вьетнам. Или как? Гавань Минитилов можно еще. Да, в принципе, можно через Вьетнам. Там у меня есть точка полета. Да. Да, сюда долечу, потом пойду на корабль. И ты глядишь, может быть, пока время пойдет. Танк появится. Блять. Мастера полетов убили. Я пердоля. Ладно. План Б. Бежим до темнолесья тогда. Ну или вообще пока забью, наверное, на фарм кожи. Посмотрю, как люди дуэлятся. Посмотрим, что тут происходит. Все равно спешить некуда. А, что-то народу мало тут. Странно. Ну ладно, ожидал больше. А, ну да, в принципе, можно еще так. Танк, join RDF. 59. А, все. Все. Nevermind. Погнали. Так, напитки у меня есть, хватит 15 штук. О. А вот этого я, конечно, не ожидал. То, что меня закинет вот в такой данж. Блин. Ну, я надеюсь, справлюсь с моим-то запасом маны.
Вон, у балансов... Да у всех тут 6к. У танка... У танка 9к хп. Мне просто шмотки, ну, скажем так, такое себе. Я же даже не отправился в запределье. Да, такое себе. Ну, посмотрим. Если вот я сейчас выдержу первого босса, по-моему, он может лицо поломать. Если я его выдержу, тогда будет все нормально в целом. Ласт босс там чисто, ну... Можно еще как-то пройти его. Без особых усилий. Так, репутация потихоньку качается, тоже хорошо. Может быть, там может быть что-то купить. Так. Блин, жаль, вот только проф у меня не прокачана. Так бы у меня дальше она пошла на 300 плюс. Ну, чат, видимо, вообще не читает. Да. Блин. Ну, выживет и выживет. Нормально. Нет, так нет. Похер. Сейчас мне еще, блин, гоняться. А, ну на него накинули ходки. Хорошо, живет. Так, тут где-то ласт... Ну, не ласт, а босс идет, да. Тут вроде бы надо сначала убить этих адов, они его хилят. Так, они еще добавки дают, да? Mortal Strike. Ты смотри, у меня иногда слабенькие какие-то хилы проходят. Опа, 60-й. Наконец-то. +1. И теперь осталось дождаться еще одной способности, которая в БК была введена. 3 раза стакается, тоже ходка хорошая. Фига, как быстро мы его снесли. Вот этого я не ожидал тоже.
Так, ну да, лок, естественно, берет эту штуку. Я бы тоже, кстати, не отказался. Sorry, can control these crazy groots. В смысле? Просто кликаешь и все. Делов. Там же такие же управления кнопки, как и у обычного питомца-охотника. Они просто по дефолту, когда спаунятся, они агрессивные, эти энты. Баланс друида. Был бы, конечно, удобный макрос какой-нибудь. Вот на Уктуале, допустим, я использую макросы, чтобы какие-то вот такие вот заклинания, типа АОЕ, действия. Допустим, у друида вот Хурикейн есть. Вот на Уктуале я использую макрос типа Add Cursor, по-моему. Очень удобно. А вот здесь вот такой макрос почему-то не работает, к сожалению. Просто тупо не работает. И все, что советуют, это использовать Mouse Over. Но там немножко другой принцип работы у макроса. Так, а что он делает? Тоже ходка, да, на всех. Так. Живи, Вар. Ну, нормально. Плюс-минус нормально. По мане я проседаю, вот. Меньше половины. Но и танк тут, он прям рвется в бой вперед. Постоянно. Он мне пить вообще не дает. Я попил только один раз. Но он не останавливался ни разу. Чтобы дать именно попить. Но учитывая, что у него 9к хп, мне кажется, он то ли твинк, то ли что-то типа того. Да. Походу он твинк. Он, наверное, из тех игроков, которые останавливаются именно на 60 уровне. Тут есть такая гильдия. Она, видимо, что-то типа РП-гильдия. Чисто останавливается на 60-м. Чтобы косплеить классику. Так-то прикольно. Я вот подумывал, может быть, мне тоже такого персонажа сделать, но... Пока что еще как-то нету сильного желания останавливаться. Просто не знаю, ради чего особенно. ПВП на 60-м именно, ну, хз. World ПВП только, если. Так, о. Шея. Шея так-то получше была для этого вот. Для хила. С мано-регеном. Ну, естественно. Кто-то другой заролит. Жадные ублюдки. Мне надо будет как-то просто забежать и прокачать, наверное, кожевничество на всякий случай, чтобы тут я мог прокачивать дальше. А то вот я шкуру снимаю, а профы не прокачивается дальше. Они все, кстати, на Вармене Реалм, это классика. Так это фреш, по-моему, не? Я как-то тут слышал новости или слухи. Слухи или новость, неважно. То, что будет открываться фреш. Опа. Дайте кольцо, пожалуйста. Хотя бы кольцо дайте мне.
Не, ну реально жадные ублюдки. Столько хороших вещей. Так, бета-тест. Окей, а открытие когда? Неизвестно? Сейчас я зайду на сайт быстренько. Посмотрим, что тут в новостях. Onyxia Beta Realm is now live for all who wish to participate in our testing. Ага. Ну тут да, какие-то новости есть. Мгм. Официального релиза, кстати, нету. Ну, хз. Звучит интересно, но... Блин. Опять классика. Если там будут рейты опыта повышены, если там будет внутриигровой магазин, то я думаю, эта классика умрет на Вармейне. Все классические миры, в которых был вот прям сильно развит внутриигровой магазин и были повышенные рейты, они все умирали в течение года. Допустим, тот же на Циркуле, который выходил, классик, уже сколько это лет прошло. Он загнулся быстро, стоило им только включить магазин. И все. Тут же умерла классика. Так, кстати, что у меня тут? Но... Не, фигня. Не знаю. У меня, блин, еще скачивать было бы. Пришлось бы тогда. У меня есть классика плюс. Клиент от этого... От черепахи. На Даск-Хейвене тоже пробовал, но его вдруг закрыли на переработку. Да и сервер сам по себе, этот Даск-Хейвен, он был мертвый. Быстро умер. В смысле? 3.3.5 классика? На клиенте, на базе 3.3.5? Ну-ка. Тут написано то, что это будет прогрессив, типа прогрессивный. Типа начнется с классики, и так вот вплоть до лича. А на какой базе он будет, не знаю. Ну... Так-то это, конечно, будет удобно. Ну, ради прикола, конечно, можно попробовать посмотреть, что там на открытии. Просто обычные классики меня уже, честно, немножко надоедают. Поэтому я-то и на черепахе начал играть, потому что там именно кастом. Так, что у меня за письмо тут? А, точно. Все, я 60-й левел. Получается, можно идти к тренеру. Флай-форма. Профу можно прокачать дальше. Снятие шкур. И побегу в темный портал. Пофиг, можно еще на подземелье регнуть, если получится. Ну, я мало, кстати, на самом деле знаю об этой классике, которая будет на Вармейне. Так. И... А вот Shapeshift. 3 голды. Нормально. Так, темный портал у нас
Башни магов. Что мы будем делать с тканью? Тканью, наверное... Ткань я отправлю по почте. Так, сейчас быстренько отправлю по почте. Это у нас что? World Drop какой-то. Посмотрим потом, может быть, в аукционе продам. Если это есть хоть какая-то стоимость для нее. Так, все. А в банке, кстати, места не осталось, точно. Это ладно, вне стрима как-нибудь закину все на аукцион. Dark Tidings. Так, посмотрим, что это у нас тут будет. Так, тут практически всегда, кстати, сидят игроки 80-го левела. И почему-то каждый раз, когда я тут проходил мимо, это всегда был Альянс. Сейчас у нас кто-то? Паладин. Да, наши. Наши держат точку. Опа. Так. Сап. Найс, красава. Ганкеры. Так, может быть какой-то бин поставить, не знаю. На флайформу, чтобы было удобнее. Давайте-ка сделаем так. Тигра. Так, телепортацию скинем сюда. Тигра уже уберем на байнд. С байнда. Флайформу поставим сюда. Так. Полетели. Так, ну сейчас по прибытию можно сдать вот эти вот стартовые квесты, там где просто поговорить со всякими разными. И попробую еще зарегистрировать чисто один данж. Обучусь снятию шкур. 300+. Надо вспомнить, где тут тренер, он находится. Это все, наверное, пока что. Так. Снятие шкур. По-моему, в таверне был. Ну да, вот она. Помню. 9 голды. Да, кстати, в Шатрате я тоже привык там всегда обучаться. Там очень удобно. Просто это куча шкафов у этих, у скрайеров, у провидцев. Очень удобно. Но именно стартовые вот тоже можно вот находить тренеров. Так, сюда +1, хорошо. Ну что, погнали? Прокнет, нет? Могли бы, кстати, в принципе, также и в Долоране сделать. Было бы тоже прикольно с этими шкафами.
Но что меня бесит в Шатрате и в Долоране, это то, что отсутствует аукционеры, если не ошибаюсь. В Шатрате, по-моему, точно, а в Долоране он только для инженеров. И там всегда очень много народу. Возле этого аукционера единственного стоят, окружают его, всю текстурку забивают, и ты потом никак не можешь с ним нормально поговорить. Потому что тупо кликнуть не можешь. Банально не можешь кликнуть. Так, опять танк. Ну ладно. Ну там да, там по сути просто специально сделали хотя бы отдельный район для всех этих мастеров профессий. Так, что у нас по талантам? Ну, думаю, можно, наверное, пока что обучиться балансу. Оставшийся уже закинуть в рестор. Наверное, так. Или... Так-то здесь еще очень полезные есть. Хотя тут на 5% ходки будут лучше. Ладно, давайте тут прокачаем. Потом уже продолжу дальше рестора. Так, а тут квест? Где? Рано, видимо, еще. Так, там можно поговорить. Ладно, пока ждем данж. Можно быстренько залутать книгу. Что-что? Да. Я, наверное, скоро буду заканчивать уже, да. Так, тут где-то книга будет, да. Один из самых легких квестов, который еще кучу опыта даст. Эта локация обычно у меня, кстати, ассоциируется с ПВП в Запределье. Первое место, где начинается ПВП между Альянсом и Ордой. Потому что у обоих одни и те же квесты. У нас они берутся, ну, там, соответственно, на базе. У Орды тут есть своя вторая база. Ну это ладно, это если, допустим, не говорить о дороге этой славы, или как она там называется, которая по лору усеяна скелетами дренеев и так далее. Там, разумеется, само собой там происходят тоже стычки, потому что приходится там сжигать. Нам приходится баллисты Орды сжигать, им приходится сжигать наши катапульты и так далее. Плюс еще там металл добывается. Часто появляется. Так, ну что, танк? Танка пока нет. 5 минут. Так, можно еще один квест сдать. Так, а что по репутации? Дружно уже есть, кстати. Что за дружное можно взять? Ничего. Понял. Точно. Кстати, пока вспомнил, можно купить дополнительно воды. Чтобы потом не забыть. Для 60-го левела. Не то. Так. Давайте стак возьмем пока что.
Так. Вот так вот хорошо. Так, ну ладно тогда. Я так понимаю, танка не будет. Сдам тогда этот квест. Я тут, по сути, все стартовые взял. Буду тогда, наверное, заканчивать потихоньку. Завтра, в принципе, в то же самое время. Утречком начну. Может быть, сначала поделаю утром именно вот эти стартовые квесты, потому что они, ну, хоть какую-то шмотку дадут. Да, ну, хоть что-то дают. А, ну ладно. Вот, все. Тогда вот сейчас на завершение еще один данж пройдем. Отлично. Погнали. Угу. Бля, вы издеваетесь, что ли? Опять этот танк, долбоеб на ретрике. Ладно, спокойно. И ведь еще часть, я надеялся, что будет первая часть данжа. Та еще, ладно, она попроще. В этой части-то еще эти есть. Чуваки, которые мины ставят, инженеры. Тут точно будут вайпы. Просто вангую. Будут вайпы. Без вариантов. Короче, при первом уже прям серьезном вайпе я ливаю нафиг. Я и не буду с этим танком играть. Я весь день просто настрадался с этим дебилом. 3 или сколько уже раза попадался. Он как будто преследует меня. Тут еще ДК, блин, агро на себя постоянно берет. Но с другой стороны, то, что здесь ДК, это хорошо. Они как раз вот только свежие после своих квестов. Поэтому они очень много урона будут наносить. И, скорее всего, как раз-таки из-за высокого урона он и агрит всех. А, ну понятно, он еще и специально притягивает их. ДК тоже хочет сам по себе играть. Ну ладно. Вызов принят. ДК танчить. А, у него Фрост, кстати, есть аура. Фрост Presence. Пусть, кстати, танчит, действительно. Он будет удерживать отличное агро и вообще куда сильнее держаться будет. Я думаю, этого вполне хватает. Для агро и для танкования. Нормально. Только пусть этот дебил отрубит свою Righteous Fury.
А, ДК уже врубил Бладветку. Понял. Опять начинается дилемма, кто будет танчить. Я не понимаю вообще эту команду. Так, ну тут еще ладно, тут еще цветочки. Вот, когда дойдем до инженеров, вот там мы узнаем. Слабое звено. Так, а что по урону, кстати? Скада сейчас показывает тотал урон, да? Ну да. Хант пока что всех держит. Хант и только потом ДК. Ну, блин, по-моему, за ДК тут вообще легко быть в топе. Просто кидаешь болезни, потом распространяешь их по всем целям, и все, вот тебе АОЕ урон. И это уже будет просто тонна нанесенного урона. А ДК такое ощущение, он как будто вообще в АФК режиме играет. Он, наверное, вообще чат даже не читает, ничего. Просто идет тупо вперед и все. И пофиг человеку. Ну, у меня такое ощущение, во всяком случае. Ну ладно, пока все окей. Пока мы не умираем. Надеюсь, так и будет. Это просто какая-то куча. Вот что происходит? Каждый из них просто держит по одному мобу. Паладин, ДК, Хант тоже. Своим большим уроном он тоже забирает одного моба. Какой-то цирк. Так, ну вот, сейчас вот тут будет. Будут кастеры, которые призывают демонов. И инженера.
Ну да. Это будет непросто. Хорошо, что я хотя бы друид. Могу ходки раскидывать. Но мана будет гореть быстро. Так, не надо меня трогать. Я остался. Спрятался. А, блин, пока я тут сплю. Ладно, это, наверное, моя вина тоже. Мне уже настолько пофиг. Может быть, я просто тупо уже устал за день. Да, я, наверное, устал. Ну или просто урона не хватило нам. Потому что вдруг Хант отошел в АФК. Так, сейчас бы вспомнить, как там надо было идти. Блин. Так, где-то ступеньки были тут. Подниматься, да, на осадной башне нужно. А, ну, войти можно, в принципе, и через другую часть, опять через глаз. Пофиг. Там? Не сверху? Ладно, пофиг, какая разница, там тоже есть ход один. Маг на 4-м месте всего лишь, кстати. Оказывается. The corpse is not in that instance. Вы что, издеваетесь? Почему нельзя так резнуться? Шакалы. Ладно, давайте здесь. А, это Shattered Halls, получается. Все-таки надо было, наверное, наверх идти, да? Я уже ничего не помню. Хотя мне казалось, что там наверху только рейд находится. Логово Мактеридона. Я уже ничего не помню. Где это чертова кузня крови? Рес? Чё, долбоёб, что ли? Не видишь, что я умер? С комментарием, прошу прощения. Так. Так что, может быть, это? Или это все-таки вход в рейд? А, нет, все правильно. Найс. А, ну тут я смотрю, почему наш паладин танкует. Он регает как танк, как ДПС. Вот почему.
Ресми, ресми. Добежать своими ножками не судьба, да? Шаман. Ну, нормально. Так, это у нас Хант. Окей, там ДК лежит. А где Пал? А, вот он, прям передо мной. Я не заметил. Сейчас надо выпить немножечко маны. Нахер пулишь? Зачем? Так, все, пьем. Дайте попить. Блин, я даже не знаю, специально Хант агрит на себя, когда бьет другую цель? Или это все из-за того, что он использует мультишот, а паладин просто тупо физически не держит больше двух целей на себе? Вот вопрос, допустим, вот сейчас вот он запулит вот целую кучку, среди которых будет куча инженеров. Он удержит хотя бы больше одного моба на себе. Этот ретрик. Ладно, тут запулил только два. Вот. Все. Да-да, беги давай, таунти, клоун. Так, на мне сало. Они еще и без этого кидают динамиты, точно. Блин. Не, я так точно не смогу, наверное. Тут этих инженеров, их еще столько будет. Так, ну что, ДПС не найдется? Так, будет долго. До паладина долго доходит. Он не сразу понимает, когда нужно использовать Righteous Fury, а тут еще просят резист огня включить. Это слишком много для него. Слишком много. Он реально не умеет танчить. Я не знаю, зачем он пикает эту роль. Может быть, рассчитывает то, что постоянно его керрить будут все.
Ну вот, уже Хант уже сыграл. Так, на всякий случай накину ходку на мага. Не стукай, братишка. Не надо. Оставь меня в покое. Так, идем дальше. Потихоньку чистим. Стормбурст, еще один шаман, да? Бля, сало кинул. А шаман это... Элем. Ну, Элем это хорошо. Не придется лишний раз хилить. Ну, не стукай, не надо. Опять сало. Так, хилим. Сойдет. Просто тролль какой-то. Я же не пулю никого. Я его просто хилю. Блин. Какие только кадры не попадаются. Надо, короче, мне всегда записывать еще отдельно, как видео. Свои стримы. Потом составлять вот такие моменты. Так. Мана почти фуловая. Шипы есть. Все, давай, пошел. Ай-яй, не надо. Не бей. Ой. Ну нормально. Это еще такое. Это разогрев, скажем так, да? Тут сейчас будет опять инженер. И вот во второй комнате босс, но... Какой он там был? Ну, я не помню. Какие у него там противные механики. Он после смерти оставляет лужу яда. Я так понимаю, тут по сути вот именно трэш большую часть проблем составляет. Сало. На мне сало. Не стукай, брат, не надо. Оставьте меня в покое. Ну вот что это происходит? Почему? Почему он просто не может удержать пачку из 3 мобов? Чувак.
Стоять, 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 не двигаться. Тут мины. А мне еще сало висит. Ладно, давайте. Транквилити. Похер. Эти дебилы все равно бегают. Плюс еще этот пет бегает. Мина. И... то чувство, когда ты видишь то, что краб становится на мину, которая прямо вот перед носом стоит. У тебя 200 хп, и ты стоишь в стелсе в надежде, что выживешь. И краб на этой мине. Блять. Лучше вообще не пользоваться петом в этот момент. Так, надеюсь, он понял. Пусть лучше пес стоит на месте и все. И не будет никаких проблем. Так, +1. Я не заметил то, что я левелапнулся. Или забыл, как всегда. Блин, пока я тут в данже, как назло, вайпаюсь. Меня там омлетики уже ждут, да? Блин. Мне просто, ну, подземелье прокнуло. Поэтому, ну, надо пройти. Мы на полпути. Ну ладно, если мы еще один раз подохнем, я выйду. Я обещаю, я выйду. У меня тут черти в группе просто. Ну ладно, один черт. Не ты. Что? А, вот тут один друг. Окей, ресэм. Или, окей. Шаман ресет. А где у нас паладин? Вон тут лежит овощ. Коротко о том, как не стоит танчить за паладина. Просто не танчите за ретри паладина. Щит не поможет. Он просто тупо не поможет. Так. Где там хант? И вот бафаем. Это бафаем. Пьем. Что у меня там, еда еще была, да?
И кушаем. Курица даже 20 штук есть. Don't pull. Oh, you don't say. Cap. Что-то мне подсказывает, что мы здесь и поляжем еще раз. Ну пофиг, я просто сразу туда выйду. Хватит. Сегодня уже достаточно прокачался. Неплохо так, кстати, в целом, если резюмировать достижения на сегодня. Какой я левел был сегодня, я уже не помню. Но я уже, по сути, прокачиваюсь за пределы. Хоть и планировал это начать только завтра. Сойдет. Профу прокачал, кстати, неплохо в целом. Снятие шкур. Кожевничество только надо будет немножечко еще. Как-нибудь заняться. Эх. Хант все пулит. Так, кто на меня согрелся? Не надо. Не бейте. Не бей. Оставь меня в покое. Не трогай. Не надо. Бей танка. Он недостоин. Лучше его еще раз убить. Я его даже резать не буду, если мы опять вайпнемся. Так, у мага вообще маны не осталось. Надо бы попить, я так понимаю, да? Так, там инженер кидает мины. Блин, какая же красота, да? Просто циферки красивые, видно. Повсюду исцеление. Чувствуешь пользу. Так, шаман дисконнектнулся, я так понимаю, да? Вы что, издеваетесь, что ли? Ладно, пофиг. Вышел. Заменим. ДПС еще можно заменить. Так, давайте лучше попьем маны. Тут пачки могут быть побольше.
Я так понимаю, танк не будет, что ли, пулить? Или чё? Так, ну. Так, и маны, смотрю, мага продамажили, я даже не заметил, блин. Где маг? Где ты? Где... А, ну, танк сдох. Давайте, ладно, потратим БР тут. Все равно когда. Только 10 минут. Не стоило бы ему, конечно, стоять на расстоянии ближнего боя. По-моему, он так постоянно делает. Что такое? Поломано, что ли? Или что? Ну, шмот у него, да, такой себе, конечно, в целом. Это хант у нас заряженный. Через... Да, у него тут... Ну, ладно, одна, только одна. Наследуемая шмотка, да? Получается, только одна. Танк кое-как одет. В целом. Но у него нету главного составляющего, это... мозга. Так, ДК. 5400. Ну ладно, ДК так или иначе будет заряженный. Скарлет Энклейв, 63 левел. Он что, не только закончил цепочку свою или что? Чего он не заходит? Сразу же... И сразу ливает. 3 человека, по-моему, успело уже просто зайти и выйти. Да, видимо, надо было все-таки не начинать этот забег. Так. Пачка слева инженеров, 3 штуки. Кидай лужу, во. Так. Почему не держит, блин, агро? Что за хрень? Йоу, отстань. Просто отстань от меня. Так. Пришел баланс друид. Нормально. Давайте кинем на всякий случай ходку. На мага. Чувак, отстань. Просто вот насколько его угроза.
хилю сам себя, и он все равно продолжает меня именно бить. Тяжко. Ну, теперь нормально, думаю, будет сова. Сова внесет урону. Так, как-то я быстро ману свою сжег. Так, Дима, пес, сюда иди. Я с тебя шкуру сниму. Залутайте его, ребят. Видимо, никто не хочет лутать. Так, теперь надо по полной отпиться. Потому что сейчас будет все, по сути, зависеть только от моей маны. И, конечно же, этот дебил не дал мне отпиться. Какой же он тролль! БР у меня нет. У меня на КД. Надо просить у баланса. Так, не надо, не надо, не надо, оставьте меня в покое. Я хочу жить. Я должен жить. Без меня тут все посыпется. Так, теперь накинем Innervate на себя. Rejuvenation магу. Себе тоже надо бы кинуть. Убить, блядь. Неужели так сложно? Блин, еще одна клетка. Я думал, это была последняя. Так, ну у меня еще есть Tranquility. Бурста уже нет, и есть зелье маны. На всякий случай. Так что, ну, вроде бы живем. Друид, баланс тоже уже подходит к своему лимиту. И Innervate он, скорее всего, потратит на себя. Да, самое печальное, вот, то, что погиб именно наш топ ДПС. Видимо, друид, походу, не может тоже особо внести никакого урона. А Хант был топ ДПСом, поэтому мы так очень медленно и справляемся.
Так, и сейчас... Сейчас... Еще одна клетка? Серьезно? Настолько медленно? Охренеть. Я думал... Бля. Насколько же все плохо. Просто кошмар. Сколько там? 5 секунд? Ладно, пьем зелье. Похер. Давайте, бурстуйте, иначе мы трупы. Все, маны нету. This is GG, man. Все. Просто тупо не хватило. Просто тупо маны не хватило. Худшее говно. Короче, ладно. Не буду я больше. Лучше закончу. Так, поэтому я лучше выйду здесь. Уцелить этот душ. Восстановлюсь там. Надо будет поремонтировать шмотки. Просто я уже все. Я не хочу просто реально гореть. Не хочу сходить с ума. То есть, конечно, там у нас нормальный охотник был. Без вопросов. Хороший чувак. Может быть, с ним бы мы дошли бы уже там до конца. Тут все как раз-таки пошло именно все плохо. Просто потому что хан погиб в самом начале. Так, камень возвращения, наверное, можно поставить пока что здесь. Да. Зайдем к тренеру. И это я еще, заметьте. И это, учитывая то, что у меня еще шмот тоже такой себе. Ни одной шмотки из БК-контента. Сам по себе у меня шмот классический. И вообще полное говнище. Кое-как еще удержался, но, блин.
два ДПС идиота. Самый лучший ДПС погибает в самом начале файта. Танк и просто ретард на ретри-паладине, который думает, что все будет отлично. В итоге не может удержать двух мобов. Ну это просто... Это маразм. Так, надо будет тут еще поменять какие-нибудь кейбинды. Тут куча много всяких кнопок понаставлено. Так, а если, допустим, вот так вот, и теперь исцеляться? Да, точно. Через R я смогу исцеляться. Healing Touch. Хорошо. Значит, в шестерке это можно убрать. Поставим тигра на 7. Так, а дерево у меня что тут? Тоже поставим тигра на 7 на всякий случай. Блин. Так. Ну вот, все, ладно. Так. Ой, ну что ж, программа максимум, в общем, сегодня выполнена. Профу прокачано, хорошо. Я, наверное, в свободное время займусь прокачкой кожевничества. Получается, мне тут немного осталось до 3 сотни. Пофармить где-нибудь. Может быть, вне стрима, если будет время, как получится. Или завтра во время стрима прокачаю. Завтра, наверное, тогда как получится. Либо утром, либо в обед где-нибудь запущусь, посмотрим. Конкретного времени еще не решил. Мне тут надо разобраться со своими плейлистами. У меня тут, оказывается, очередную музыку YouTube запрещает почему-то слушать. Тут же блокирует трансляцию. У меня в самом начале стрима утром просто взяли, заблочили. Из-за того, что я прослушивал музыку какую-то старую, непопулярную. Вдруг они вспомнили и решили отобрать. Ну ладно. Задолбали уже с этим делом. Надо будет с этим тоже разобраться. Короче, до завтра, в общем. Либо до утра, либо до обеда. Как-то так. А на сегодня тогда все. Всем спасибо. И до завтра.